Привет всем, меня зовут Артем Жульев. Сегодня мы попробуем разобрать и поработать немного над фразой, сыгранной мастером Декстером Гордоном в композиции Cheesecake с альбома 1962 года. Давайте сначала ее послушаем, как она звучит. Давайте еще раз. Как это? Вот такое интересное звучание. Ну, давайте разберемся, откуда оно, почему и как, да. Вообще-то у этой фразы есть даже свое название, да. Если мы ее попробуем спеть медленно, да, вот первый ее фрагмент, мы поймем, что это ноты композиции, первые ноты композиции Cry Me a River, да? Поэтому эта фраза, она даже имеет свое название, так называемый Cry Me a River Lick, когда используют первые ноты первого такта этой композиции Cry Me a River. Давайте, чтобы понять ее, да, перед тем, как заняться тем, что сыграл Декстер, давайте посмотрим, как она устроена. Давайте посмотрим оригинал. Вот сейчас мы видим на экране первый такт композиции Cry Me a River Артура Хэмилтона. Да? Вот первый такт, который нас интересует, первые два такта. Да? То есть вот фраза начинается с девятой ступени, с ноты ре. У нас мы в тональности до минор находимся здесь. И нота ре это девятая, да? Потом идет нисходящее трезвучие до минора, обращение, да, нисходящее до, соль, ми бемоль. Да? То есть, и приходим опять в девятую или вторую, как хотите. И в первую ступень. Вот так выглядит Cry Me a River Lick. На эту тему уже есть видео от замечательного педагога Грега Фишмана. Вы можете найти его на YouTube. Но мы сегодня пойдем немножко другим путем. Рассмотрим это немножко все с другой стороны. Давайте теперь вернемся к фразе, которую сыграл Декстер Гордон. Вот сейчас вы видите на экране первый фрагмент, да, первый такт. То есть ля, соль, ре, си, ля, соль. Да, у нас ми полууменьшенный септаккорд. И здесь он использует эту фразу, да, этот паттерн в соль миноре. То есть вот начинается с девятой соль минора, ля, затем обращение соль минора, нисходящее, да, соль, ре, си бемоль, девятая, ля, соль. Да, вот это соль минор, сыгранная на ми полууменьшенный септаккорд. Если у кого-то еще остались вопросы по обыгрыванию полууменьшенных септаккордов, вот как раз об этом моменте, о таком использовании, вот я говорю в другом видеоуроке, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Во втором такте у нас ля септаккорд альтерированный, да, и здесь Декстер повторяет тот же самый паттерн, но уже мы видим, что на самом деле он сыграл паттерн в си бемоль миноре, да, давайте посмотрим. До это девятая си бемоль минора, да, си бемоль, потом идет у нас нисходящее трезвучие си бемоль минора, си бемоль первая, фа пятая, ре бемоль третья минорная ступень, до это девятая или вторая си бемоль минора и си бемоль, да. То есть он сыграл здесь паттерн Cry Me a River Lick в си бемоль миноре, да. Почему в си бемоль миноре? Давайте посмотрим с точки зрения ля септаккорда, потому что мы находимся в ля, этот такт у нас, да, он в ля септаккорд альтерированный. До, если мы мыслим ля септаккордом, это у нас девятая плюс 9, да, си бемоль, бемоль 9, фа плюс 5, ре бемоль трансформируется в до диез, в третью ступень ля септаккорда, до это снова у нас плюс 9, си бемоль, бемоль 9, да, то есть как раз у нас замечательно ложится этот паттерн в си бемоль миноре на альтерированный септ, ля септаккорд. Смотрим четвертый такт, вот здесь у нас до септаккорд, и он снова играет данный Cry Me a River Lick, да, этот паттерн в до диез миноре, да, то есть смотрим у нас ре диез, девятая до диез минора, до диез, нисходящее трезвучие до диез минора, то есть до диез, соль диез, пятая, ми, третья минорная, ре диез, девятая или вторая, и приходит в до диез. Вот он у нас здесь, этот паттерн тоже мы видим, да. Вот. И
Почему, да, почему до диез минор на до септаккорд альтерируем, так же, как и в случае с ля септаккордом, то же самое. То есть ре диез это будет плюс 9, да, диез 9, до диез это будет бемоль 9, будет ре бемоль, соль диез плюс 5 для до септаккорда, ре диез плюс 9, до диез это будет ре бемоль, будет бемоль 9, да. Вот, поэтому прекрасно до диез минорный паттерн в данном случае будет прекрасно звучать и ложиться. Давайте попробуем поработать с этой идеей, посмотрим, что из нее можно вытащить, что сделать. Да, вот первая идея, это просто провести этот паттерн через все аккорды, да, в нашем 2-5-1. Как это звучит? Давайте подумаем, что мы еще можем сделать, что мы еще можем вытащить из этой фразы. Вот я вижу, например, что наша фраза сыгранная в первом такте, да, соль минор, соль минорный лик для ми полууменьшенного, она может замечательно прозвучать во втором такте на ля септаккорд. Давайте посмотрим. В данном случае, то есть вот он во втором такте наш лик, primary лик, да, соль минорный. Мы видим ля, вот это 9 соль минора, потом идет соль минорное трезвучие нисходящее, да, соль, ре, 5, си бемоль, ля, соль. В данном случае они тоже превращаются, то есть с точки зрения ля септаккорда, это будет первая ступень, соль 7, ре 11, си бемоль, бемоль 9, ля, первая, соль 7. То есть замечательно у нас ложится эта фраза соль минорная, да, на ля септ аккорд. Давайте послушаем, как это звучит, да. Что мы еще можем попробовать? Давайте попробуем поэкспериментировать с разрешением. В данном случае мы разрешаемся в ре минор. Давайте попробуем использовать паттерн ля минора. Вы видите на экране, да? То есть здесь мы оставляем, как и до этого, си бемоль минорный паттерн, который прекрасно у нас ложится. И разрешаемся, используя ля минорный паттерн, да? Primary lick в ля миноре. То есть вот он у нас 9 ля минора, ля ми до нисходящее трезвучие обращение, приходим опять в 9, первое. Да, по отношению к аккорду ре минору, да, мы находимся все-таки в ре миноре, это будет у нас 6 ступень, 5, 9, 7, 6, 5. То есть прекрасно они очень совмещаются. Да? И кроме того, у нас получится здесь интересное соотношение полутоновое. Да? Здесь мы сыграем в си бемоль и здесь в ля. То есть мы спустимся на полтона, чтобы разрешиться. Давайте послушаем, как это звучит. Что еще мы можем сделать? Вот мы уже видели, что перед этим, что у нас на ля септаккорд альтерированно, нас замечательно ложилось primary lick в соль минор и в си бемоль миноре. Также мы видели, что в первую, когда мы разрешились, мы использовали тот же самый паттерн в ре миноре в данном случае и в ля миноре. А давайте попробуем теперь эту идею совместить. Да? Мы немножко изменим ритмически нашу мелодию. Давайте посмотрим на экране. Да? Вот первый такт у нас здесь просто другая фраза. Да? И два следующих такта, где будет вот 5 и 1. Мы используем primary lick, но уже немножко ритмически измененное. Вот здесь у нас та-да-да-да-да-да. Вот в соль миноре. Да? Ля, соль, ре, си бемоль, ля, соль. И здесь в си бемоль минорный. Си бемоль минорная идея, также повторенная, да, 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 да. Мы изменили ритм, чтобы уложить их в один такт, да, каждая будет по 2 четверти, каждая идея. Но, в принципе, ритм мог быть и любым другим, да. Вот, и в следующем разрешаемся мы в ре минор и используем ля минорную идею, ля минорный паттерн и ре минорный, да. Давайте послушаем, как это звучит.
вот так это звучит. Вот так у нас получилась совершенно уже другая самостоятельная идея на базе идеи, которую мы почерпнули из соло Декстера Гордона. Говорят, вот зачем снимать, что не хочу повторять и быть клоном другого исполнителя. Да? То есть каждая идея нам часто дает еще очень много других идей, которые уже трансформируются во что-то новое. Еще пару идей, как можно использовать этот лик в соотношениях, да, аккордовых для 2-5-1. Давайте посмотрим. И еще пару идей с разрешением в мажор, да, 2-5-1 с первой мажорной. Что еще мы можем сделать? Да, давайте посмотрим, используем эту же идею для разрешения теперь в мейджор, да, в мажор, потому что до этого мы все время разрешались в минор. Давайте посмотрим на экран. Сейчас вы видите здесь вот первый у нас ми минор, мы используем ми минорный паттерн, ля септаккорд альтерированный, мы используем в данном случае ми бемоль минорный паттерн, но мог бы быть какой-нибудь другой из предложенных сегодня, да, и разрешаемся в ре мейджор. Вот здесь смотрите, что получается. Мы сыграем здесь ту же самую идею, тот же самый паттерн, который был бы в ре миноре, но изменим одну нотку, да, вместо фа бикара сыграем фа диез. И просто изменив одну нотку, мы уже его превратим в мажорный паттерн. Да? Так тоже иногда можно делать. Это хороший способ изменить чужую идею, да, или, не знаю, какую угодно идею, превратив ее, дав ей немножко другой оттенок, да, и цвет. Да. И в конце мы опять-таки сыграем минорный паттерн в си миноре. Да? Вы видите, здесь у нас вот паттерн для си минора, это до диез, 9 си минора, си, 1, фа, 5, 3 си минора, до диез, 9 и си. Да? Но по отношению к ре мейджору это все трансформируется, до превращается в 7 ре мейджора, си превращается в 6, фа диез в 3, ре в 1, до диез опять-таки в 7, си в 6. То есть замечательно, просто они друг к другу подходят, прям родственники. Давайте послушаем, как это звучит. Вот так, используя одни и те же ноты, да, но по-разному, да, вы можете открыть и разные двери, скажем так, и добавить гораздо больше красок в вашу палитру, да, при импровизации. Давайте посмотрим еще один пример. Здесь добавляется у нас еще одна идея. Мы сыграем на вторую минорную, ми минор в данном случае, минорный паттерн от 5 для ми минора будет это си, да, вот он тогда получается, что 5-я ступень для ми минора, я имею в виду, то есть от си. То есть у нас будет си минорный паттерн, начинается с 9, нисходящее трезвучие си минора, си, фа диез, ре, до диез, си, да, то есть для ми минора это будет 6-я, 5-я, 9-я, 7-я, 6-я, 5-я, то есть прекрасно они тоже очень дружат между собой, да. Здесь мы сыграем си бемоль минорный паттерн, мы уже это делали, да. И в конце, смотрите, мы сыграем фа диез минорный паттерн на ре мейджор плюс 11, да. То есть он как раз начинается с 9 фа диез минора, это соль диез, что будет плюс 11 для мейджора. Потом будет фа диез, 3 для ре мейджора, до диез 7, ля 5, соль диез плюс 11, фа диез 3. Давайте послушаем, как это звучит. Вот мы увидели, как из одной фразы можно найти и вытащить, скажем так, много интересных идей, да, которые откроют вам другие двери, дадут вам в руки другие краски, которые вы можете использовать в своей музыкальной палитре, при импровизации, вот, при игре. Ну вот и все на сегодня. Меня зовут Артем Жульев. Следите за следующими видео. Заниматься это интересно. Всего вам доброго.